Не ожидал такого. Этот автомобиль действительно способен удивить, особенно внутри. Это нужно увидеть своими глазами. И вместе со мной раскрыть еще пару интересных секретов. Здесь на авточувстве в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Начнем с Citroёn C5 Aircross. Новое поколение, свежий виток фирменного дизайна. Логотип теперь с отчетливой ретро-ноткой. Цвет на сегодня Platinum Grey. И посмотрите на интересную схему ДХО. Горизонтальные линии сочетаются с двумя фирменными блоками. Основной модуль фары вот здесь, а это опциональные матричные светодиоды главной фары. Снаружи уже чувствуется обновленный свежий взгляд, но скажу сразу, интерьер удивит куда сильнее. Я ведь уже намекал на это. Длина 4,65 метра, с более вертикальной внушительной посадкой кузова. Это примерно на 15 см больше, чем у предшественника. Прибавка, согласитесь, ощутимая. Колеса начинаются с 18 дюймов, 19-дюймовый стандарт для подзаряжаемого гибрида и полностью электрической версии. А здесь установлены опциональные 20-дюймовые диски в черном цвете. Самая эффектная конфигурация, пожалуй. Но посмотрим, как это скажется на комфорте. Говоря о комфорте, автомобиль стандартно оснащен фирменной подвеской Citroën с гидравлическими ограничителями хода. То есть вы получаете не просто классическую стальную подвеску, а нечто большее. Это будет действительно интересно. И, конечно, можно выбрать двухцветное исполнение, как здесь, с черной крышей. А эта версия подзаряжаемый гибрид. Подробнее об этом чуть позже. Есть также бензиновая модификация, этот гибрид и полностью электрическая версия. Так что выбор силовых установок действительно широкий. К этому еще вернемся. Особенно обращают на себя внимание сзади вот эти выразительные блоки задних фонарей по бокам. Честно говоря, я даже задумался, как это вообще проходит по нормам краш-тестов, но видимо все в порядке. Выглядит почти как самолет, готовящийся взлететь. Мне также нравится крупная надпись Aircross, широкий уверенный шрифт. Такой смелый логотип – это тот самый тренд, который сегодня снова возвращается в автомобильный дизайн. Так что автомобиль определенно выделяется, даже несмотря на то, что технически это родственник Peugeot 3008. И прежде чем перейти к деталям о двигателе, взгляните на этот золотистый декоративный акцент. На мой взгляд, он очень гармонично вписался в общий образ. А вот это небольшой медиатор от Citroën. Нет, на гитаре я играть не собираюсь. Он нужен, чтобы аккуратно заменить эту вставку. Например, на черный элемент вместо нее. Можно выбрать разные варианты оформления. Есть даже версия с маленьким французским флажком, триколором. Главное обращаться с этим инструментом осторожно, чтобы не повредить отделку. Честно говоря, я бы не стал делать это по 10 раз подряд. Но именно так, шаг за шагом, можно снять элемент, не повредив ничего. Обычно это делают один раз, заменяв вставку на другую, например, черную, или другим цветовым акцентом. Еще один такой декоративный элемент находится вот здесь, ниже на боковой части двери. И снова вы можете менять эти вставки как захотите, под свой вкус. А теперь тянем рычаг дважды. Знакомая схема, как у BMW. Посмотрим, что под капотом. Все начинается с 1,2-литрового трехцилиндрового мягкого гибрида, это базовый двигатель. А этот вариант следующая ступень. 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор. Приятно видеть его здесь. Это подзаряжаемый гибрид, то есть его можно подключать к внешнему источнику питания. Совокупная мощность системы 195 лошадиных сил. Полные технические данные вы найдете в таблице по ссылке под видео. Там собраны все характеристики и подробности по двигателям. Здесь есть повод для критики. Современный подзаряжаемый гибрид, на мой взгляд, должен поддерживать хотя бы 11 кВт при зарядке переменным током, а в идеале 22 кВт. Еще лучше, если есть возможность быстрой зарядки, постоянным током, как у электромобилей, когда подключаешься к скоростной станции и получаешь значительно меньшее время ожидания. Особенно если учесть, что батарея здесь вовсе не маленькая. Около 18 кВт-часов чистой емкости. Это примерно уровень гибридных версий BMW X3, Audi Q5 или Mercedes GLC. Так что с емкостью все хорошо, но скорость зарядки явно проседает. Разгон от 0 до сотни за 8,3 секунды. И здесь передний привод. А дальше идут полностью электрические версии.
Одна оснащена батареей емкостью 73 кВт-часа, а вторая с увеличенным запасом хода на 97 кВт-часов. Пока что все модификации только с передним приводом. Родственные модели Peugeot 3008 и даже 5008 уже получили вариант с полным приводом, который появился немного позже после запуска. Посмотрим, последует ли Citroën их примеру. Возможно, нет. Все-таки Peugeot традиционно делает акцент на динамику, а Citroën остается верен своему курсу на комфорт. Так что пока исключительно передний привод. Версия с батареей на 97 кВт-часов действительно впечатляет. Это солидный запас для автомобиля такого размера. В итоге у вас широкий выбор силовых установок, мягкий бензиновый гибрид, подзаряжаемый гибрид, как этот, или полностью электрическая версия. А вы что выбрали бы? Теперь к интерьеру. Вот ключ, типичный брелок Citroën Peugeot, знакомый нам уже не первый год. Послушаем звук закрывания двери. Спереди очень солидный, действительно добротный. Сзади тоже приятно плотный. Здесь сразу видно оформление без нижней рамки стекла. Мы уже встречали такое решение у некоторых моделей, и на мой взгляд выглядит оно элегантно. Надеюсь, вы согласны. Внутренняя панель двери и верхняя часть выполнена из жесткого пластика с фактурой, но все же это жесткий материал. А вот что мне действительно нравится, так это широкая тканевая вставка в центре. Она занимает большую площадь и сделана очень аккуратно. Чуть ниже элемент из глянцевого черного пластика. Что действительно приятно, здесь по-прежнему остались полноценные физические элементы управления. Зеркала, стекла и все остальное. В нижней части двери снова жесткий пластик, но если присмотреться, видно небольшие вкрапления. Это не просто декор. Материал примерно на 20% состоит из переработанных древесных волокон, оставшихся после винодельческого производства. Очень интересная идея. Обычно такие отходы просто сжигают, а здесь их используют для замены части пластика. Экологично и стильно. Хотя, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта зона была чуть мягче, или хотя бы отделана другим материалом. Руль с обновленным логотипом Citroën, конечно. Левая спица выполнена в глянцевом черном пластике. И да, это один из тех сенсорных вариантов управления, где действует простая логика. Одна кнопка, одно действие. По крайней мере, есть хоть небольшая тактильная отдача. Классические подрулевые переключатели остались на месте. Ими можно управлять цифровой приборной панелью. И мне очень нравятся вот эти тканевые акценты вокруг. И вот любопытный момент. Прямо здесь решетка, очень похожая на динамик. Можно даже заметить маленький значок с нотой. И да, за этой решеткой действительно спрятан динамик. Но главное внимание, конечно, притягивают вот эти сиденья. Посмотрите на них. Честно говоря, я был удивлен, когда впервые их увидел. Светлая тканевая секция в центре, а затем декоративные вставки, которые перекликаются с настраиваемыми элементами экстерьера. Тот же дизайнерский мотив продолжается и в салоне. Далее вставка потемнее, серого оттенка, и наконец эти роскошные перфорированные элементы из кожзама. И они действительно очень мягкие. Сидеть в них приятно и по глубине посадки, и по самому материалу. Это высококачественный кожзам без преувеличений. Это сиденье топовой версии. Кстати, руль здесь тоже обтянут материалом без использования кожи животных. Качество исполнения отличное. При нажатии он слегка пружинит. Мне очень нравится такое внимание к деталям. И да, вся линейка Citroën теперь полностью без материалов животного происхождения. Если коротко по уровню отделки, топ кожзам внутри и ткань снаружи, средняя версия наоборот, ткань внутри и кожзам снаружи, а базовая полностью тканевая. Такая простая и логичная структура. С панорамной крышей это опция, при моем росте 1,89 м запас по высоте остается комфортным. Регулировка руля механическая, вверх-вниз и на себя или от себя. Кстати, взгляните, прямо рядом с нами припаркован Seat Leon ST, то есть универсал. Белые диски очень броские. Кому-то они нравятся, а кто-то считает, что выглядят они, может быть, немного простовато. Но, признаюсь честно, у меня к ним особая слабость. Мне они действительно нравятся. Или нет, она считает, что это уже перебор. А вы как думаете? Добро пожаловать в кокпит. Здесь продолжается та же уютная и продуманная концепция. Citroën действительно делает ставку на комфорт, это их фирменная философия, и именно ради этого создавали такие особенные сиденья. Я, честно говоря, до сих пор не могу от них отойти. Выглядят потрясающе, ощущаются не хуже, и реально очень удобные. Я большой фанат этих кресел. Может быть, позже посмотрю, как ощущается сиденье в средней
и базовой комплектациях. Думаю, сравнение будет любопытным. Очень приятно выглядит и широкая тканевая вставка, которая проходит через всю переднюю панель. Смотрится здорово. И снова внимание к мелочам. Это не просто декоративная ткань. Если нажать, под ней мягкий слой поролона. Простая деталь, но именно такие вещи создают ощущение продуманности и заботы о комфорте. Далее эти горизонтальные линии дизайна продолжаются в интерьере, создавая ощущение цельности. Только верхняя часть передней панели выполнена из жесткого пластика. И все же я заметил одну мелочь, которую можно было бы улучшить. В месте, где расположен вырез под проекционный дисплей, пластик немного прогибается при нажатии. Возможно, это просто ранний предсерийный экземпляр, тогда вопросов нет. Но если кто-то из продакт-менеджеров Citroën смотрит это видео, стоит подправить этот момент на серийных авто. Цифровая приборная панель 10 дюймов, о ней расскажу подробнее чуть позже. А мультимедийный экран вертикальный 13 дюймов. К нему тоже вернемся. Блок управления климатом находится вот здесь, внизу. Он достаточно крупный и расположен удобно, дотянуться легко. Вы знаете, я всегда за физические органы управления, и здесь, к счастью, все еще есть настоящий регулятор громкости. И вот важный момент. Эта кнопка управляет основными функциями автомобиля. Самое интересное, если нажать и поддержать ее, она автоматически отключает систему удержания в полосе и тот самый раздражающий звуковой сигнал о превышении скорости. Вы знаете, этот европейский бип-бип-бип. Не на 100% уверен, нужно ли сначала активировать это в настройках или функция уже встроена по умолчанию, но сам факт очень приятный. И это действительно умное решение, потому что по закону эти системы приходится выключать заново каждый раз после запуска двигателя. Центральная консоль выполнена в парящем стиле, сверху индукционная площадка для зарядки смартфона, причем с вентиляцией, спереди подстаканник, правда не адаптивный. Коврик зарядной площадки можно полностью снять для очистки, и под ним даже видно маленький охлаждающий вентилятор. Переключатель режимов движения находится вот здесь. В подзаряжаемом гибриде можно выбрать между чисто электрическим, гибридным или спортивным режимом, когда оба двигателя работают вместе. Переключение передач вот здесь, все интуитивно. Рядом электронный стояночный тормоз, здесь мягкая крышка подлокотника, приятно, что этому уделили внимание. И если нажать большим пальцем или просто облокотиться локтем, материал действительно мягкий. Подлокотник открывается в обе стороны, а под ним довольно глубокий отсек для хранения. И вот там внутри я ощущаю прохладный воздух. Да, там есть вентиляция с регулировкой. Можно повернуть заслонку, чтобы открыть или закрыть поток. Такое решение мы уже видели в Peugeot 3008. Так что да, напиток здесь можно охладить, или какие-нибудь снеки, которым нужна прохлада в дороге. А если вы только что сделали покупки, и вам ехать домой полчаса, это просто отличная маленькая функция. И поскольку консоль здесь парящая, под ней тоже есть место, и там два разъема USB-C. Сначала кажется, будто это USB-A, но нет, внутри именно USB-C. И снова, этот участок выполнен из материала с добавлением переработанных волокон. Действительно классная идея, мне это куда больше нравится, чем просто черный пластик. Дальше еще пара подстаканников, вот у меня пример, кофейный стакан. Они немного адаптивные, как видно, хотя тянуться вниз за стаканом во время движения, а потом возвращать руку обратно, не уверен, что это самое удобное решение. Так что может не для... Да, пожалуй, не для Стэнли, а для Ли Овелл. Овелл, точно та самая другая марка. Знаете такие ролики, где ребята берут настоящие мусорные баки и говорят: вот это мой новый подстаканник. Да, примерно об этом речь. Так что расположение, мягко говоря, не самое удобное. Скорее всего, придется попросить пассажира спереди подержать напитки там внизу. Но кроме этого, интерьер просто замечательный. Разве что вот эта кнопка в нижней части. Снова та же самая логика, как у Mercedes. Одна кнопка, несколько функций. Но, как я уже говорил, здорово, что можно просто нажать и удерживать ее, и все эти раздражающие сигналы отключаются. А вот и вид с места водителя с цифровой приборной панелью. Запас хода на электротяге примерно 70-80 км, где-то в этом диапазоне. Максимальная скорость в полностью электрическом режиме около 135 км в час. Конечно, когда подключается ДВС, машина способна ехать заметно быстрее. Можно также менять
стиле отображения приборов, в том числе включите режим с картой. Такая возможность тоже предусмотрена. И, конечно, проекционный дисплей. Его всегда не просто корректно показать на камеру, но вживую он не мерцает. И по размеру он реально большой, гораздо больше, чем ожидаешь. А теперь немного о мультимедийной системе. Раньше встроенная навигация, прямо скажем, была не самой удачной. Но теперь в новом C5 все иначе. Она работает шустро, выглядит современно. Так что встроенным GPS вполне можно пользоваться без раздражения. Далее интересная логика управления. Охлаждение сидений справа, обогрев слева. К этому нужно немного привыкнуть, но все работает. Так что вентиляция сидений действительно приятная функция. И обогрев руля тоже есть. И на самом деле здесь есть даже больше возможностей. Нажимаете эту кнопку и открывается отдельное меню настроек сидений. Можно подкачать боковые валики для более плотной спортивной посадки. Или наоборот ослабить их, чтобы расслабиться. Есть даже функция массажа сидений. Называется Cat Paw Massage, то есть массаж кошачьей лапкой. Активируется прямо отсюда, и ощущение довольно интенсивное. Этот кошачий массаж реально чувствуется. Очень любопытно. Хотя навигация по меню мультимедиа порой требует пару лишних нажатий. Например, выбираете охлаждение сидений, регулируете уровень, но если нажать еще раз, ничего не произойдет. Нужно вручную переключить режим с обогрева на вентиляцию. Так что интерфейс можно было бы сделать чуть более интуитивным. И да, возможно, вы все еще слышите, как этот кошачий массаж будет на фоне. Сейчас выключим. Apple CarPlay работает здесь отлично, красиво интегрирован. Когда используете Apple Maps, карту можно вывести прямо на цифровую приборную панель. Очень удобно. Попробуем Waze. Да, тоже работает. Здорово. Вот только Google Maps на левом экране не отобразить. Для этого уже нужно Android Auto, потому что, это вечная история. Google против Apple. Теперь перейдем к задним сиденьям. Здесь тоже есть интересные детали. Верхняя часть дверей снова выполнена из жесткого пластика, но ниже широкая тканевая вставка, которая выглядит и ощущается очень приятно. И снова внутри используется тот самый переработанный материал с древесными волокнами. Очень удачное решение с этими маленькими молниями-чехлами. Можно даже оставить их открытыми, если вы часто пользуетесь детским креслом. Правда, сами крепления находятся довольно глубоко. А вот этот небольшой рычаг, именно за него нужно потянуть, чтобы установить грузовое положение спинки заднего дивана. Я покажу это лучше с другой стороны, там видно наглядней. Вот разница. В грузовом положении спинка становится более вертикальной, что дает чуть больше длины багажного отделения сверху, а можно вернуть ее обратно в более расслабленный угол для комфортной посадки. Регулируется это прямо отсюда. Я покажу этот механизм еще раз из багажника чуть позже. Очень здорово, что задние сиденья тоже имеют такие мягкие премиальные подушки с этим стеганым рисунком, можно сказать. И снова здесь используется тот же высококачественный перфорированный кожзам. Как видно, материал приятно мягкий и подстраивается под тело. В центре подлокотник, который складывается, он даже слегка адаптивный, например, за счет этих резиновых вставок. Можно также просто опустить среднюю секцию в виде лючка для длинных предметов, например, лыж. Это тоже предусмотрено. В нижней части в топовой комплектации есть и обогрев задних сидений. Сегодня он нам, конечно, не нужен. Если немного подвинуться здесь назад и случайно задеть кнопку коленом, смотрите, это как будто ярлык. Провели коленом, и все сразу переключается на третий уровень. Причем на обе стороны одновременно. Так что да, у сенсорных элементов всегда есть свои приключения, правда? И вот здесь внизу два разъема USB-C, а рядом розетка на 12 вольт. Все под рукой. Что касается пространства, места для коленей здесь более чем достаточно. Есть даже выемка на спинке переднего сиденья, а если чуть приподнять само сиденье, пространство станет еще больше. Очень удобно. По высоте тоже все отлично, даже с панорамной крышей остается достаточно воздуха над головой. Подголовник, кстати, можно поднять выше. Сама подушка с заднего дивана не слишком высокая. Честно говоря, я ожидал, что она будет чуть выше. Для кроссовера посадка ног получается относительно низкой, потому что используется та же платформа, что и у полностью электрической версии. С учетом этого я бы предположил, что задний диван можно было бы приподнять немного выше.
Возможно, так было бы чуть удобнее, хотя может это просто мое ощущение. В целом же комфорт отличный, благодаря этим мягким подушкам и продуманной эргономике. Так что да, здесь определенно зачет. А вот и панорамная крыша. Сзади ее видно даже лучше, особенно когда она открыта. Я могу закрыть ее прямо отсюда. Это одна из немногих крыш, которые все еще можно действительно открыть. Редкость в наше время. Опция даже для топовой версии. Или возможно уже входит в максимальную комплектацию, зависит от рынка. Вот и шторка с этой приятной светлой обивкой потолка. Она делает интерьер более воздушным и светлым. Эта светло-серая цветовая гамма салона выглядит просто прекрасно. А теперь переходим к багажнику. Объем 650 литров, крышка с электроприводом. Посмотрим, что тут можно показать, чтобы было нагляднее. Сначала уберем полку вот так. Теперь видно все пространство багажного отделения. Эта часть, кстати, аккуратно прячется под нижнюю крышку. Ширина ровно 1 метр. Длина погрузочного пространства около 93 сантиметров. И вот здесь можно увидеть то самое грузовое положение, о котором я говорил раньше. В этом режиме спинка немного сдвигается вперед, во втором положении дальше назад. Все это регулируется простым боковым рычагом. Посмотрите сюда. Замечали? Интересная деталь, правда? Вот эта маленькая накладка скрывает механизм, чтобы не было видно металлических петель. Отличный штрих, действительно продуманное решение. И вот дальше интересный момент с высотой пола, потому что ее можно регулировать. Смотрите. Эту панель можно приподнять, и под ней есть дополнительное пространство, например, для зарядного кабеля. Ах да, отличное замечание от Лии. Вот так. Можно зафиксировать крышку в поднятом положении, и она держится сама, так что руки остаются свободными. Удобное решение, эти маленькие боковые фиксаторы отлично справляются со своей задачей. Можно также установить пол в нижнее положение, вот так, и переносить его, кстати, тоже удобно. Максимальная высота загрузки здесь около 80 сантиметров, очень практично. Заднее сиденье можно полностью сложить, и если полка снята, просто дотягивайтесь и складывайте их вот так. А что если спинки в грузовом положении? Проверим. Ага, все работает. Да, интересно. Правда, в таком варианте образуется небольшой перепад. Но если вернуть пол в верхнее положение, вот так, то получается ровная поверхность. Полная длина до передних сидений примерно 1,73 метра. Вполне приличный показатель. И здесь снова видно разницу, в зависимости от того, сложена ли петля или нет. И вот интересная мысль от Лии. Она сказала, что эта штука за сиденьями немного напоминает гармошку. Поехали, за рулем Citroёn C5 Aircross. У нас подзаряжаемый гибрид, 195 лошадиных сил. Чуть позже сделаем и разгон на автомагистрали. Сначала типичный сценарий для гибрида. Движение на малой скорости в городе, а затем система автоматически переключается на электрический режим. Можно также вручную выбрать полностью электрический режим, например, если хотите разрядить батарею до конца. Или просто оставить все на усмотрение электроники. Для повседневных поездок этого обычно более чем достаточно. Здесь установлены 20-дюймовые колеса в сочетании со стандартной подвеской Citroёn с гидравлическими ограничителями хода. Посмотрим, как поведет себя такое сочетание. Разумеется, в чисто электрическом режиме в салоне очень тихо, если не считать легкий летний дождик, который мы сейчас подхватили. Но это даже кстати. Позже проверим шумоизоляцию на трассе. А вот навстречу нам едет еще один Citroёn C5 Aircross. Должен сказать, даже на низких скоростях отклик на педаль газа здесь очень чувствительный. Нужно быть аккуратным. Не только ради экономии, но и чтобы пассажирам было комфортно. То же самое и с тормозами. Сначала нажимаешь, почти ничего не происходит, а потом внезапно хватает резко, словно вцепляется. Почти такая же история и с акселератором. Так что приходится немного привыкать, учиться дозировать усилия. Особенно в электрическом режиме реакция довольно острая. Хотя, конечно, это не спортивный автомобиль. Разгон до сотни занимает 8,3 секунды.
Но да, особенно с тормозом, бывает ощущение, будто просто катишься. А потом вдруг бац и резкое замедление. Плавного перехода не хватает. Не уверен, связано ли это с переключением между рекуперацией и механическим торможением. У подзаряжаемых гибридов такое поведение встречается часто. Так что, пожалуй, именно этот момент Citroёn мог бы немного доработать. Работа системы немного меняется в зависимости от того, как вы едете. Обычно я просто оставил все в автоматическом режиме. Для повседневных поездок этого более чем достаточно. Но для обзора интересно наблюдать, как в реальном времени энергия возвращается в батарею при торможении или движении накатом, а затем снова расходуется при ускорении. Батарея расположена низко, в том же месте, что и у полностью электрической версии. А когда я сейчас нажму на газ посильнее, выезжая на автомагистраль, подключится бензиновый двигатель, и мы проверим ускорение в полную силу. Рулевое управление легкое, но при этом довольно отзывчивое. Нет той самой мертвой зоны по центру, и это приятно. Даже при проезде небольших неровностей или лежачих полицейских, автомобиль остается собранным и предсказуемым. Подвеска отлично справляется с 20-дюймовыми колесами. Иногда такие крупные диски делают ход жестче, но не здесь. Citroёn явно сделал ставку на комфорт, и это ощущается с первых метров. Теперь переключаемся в спортивный режим. К счастью, дождь только начинается, но дорога не слишком мокрая, а покрытие шероховатое, вода быстро уходит. Теперь подключился бензиновый двигатель, хотя, честно говоря, по дисплею это заметно не сразу. Мы едем 50 км в час и теперь ускоряемся. Поехали. Ух, это было ускорение с 50 до 120 км в час. И как раз мы вырвались из-под дождевого облака. На скорости 120 км в час в салоне совсем не шумно. Даже несмотря на грубое покрытие асфальта, основной шум исходил именно от дождя. Теперь, когда дождь закончился, почти не слышно даже ветра. Так что да, для езды по трассе этот автомобиль определенно достаточно комфортен. И снова подвеска здесь действительно мягкая и удобная. Посмотрим, получится ли ее немного раскачать. Ну да, реакции на повороты руля не мгновенные, особенно на высокой скорости. Так что акцент здесь однозначно сделан на комфорт. И, честно говоря, это вполне логичное и удачное решение. Если вы хотите чего-то более спортивного, тогда, например, стоит посмотреть в сторону Peugeot 3008. Там та же техника под капотом, но настройка заметно острее. Здесь же при резком торможении чувствуешь, как подвеска немного клюет, и это абсолютно нормально, просто вопрос приоритетов. Не то чтобы это хорошо или плохо. Все зависит от того, чего вы ждете от автомобиля. Citroёn делает ставку на комфорт. Это не тот кроссовер, на котором вы захотите покорять альпийские перевалы, закладывая вираж за виражом. Скорее наоборот, классическое наследие Citroёn. Едешь, словно плывешь по дороге. Честно говоря, я поражен, насколько он комфортен, особенно в сочетании с этими мягкими сиденьями и характерным плавающим эффектом подвески. Даже с 20-дюймовыми колесами создается ощущение, будто едешь на пневматике. Так что если выбрать версию с 19-дюймовыми, а тем более с 18-дюймовыми колесами, будет еще мягче, еще уютнее. Хотя стоит отметить, что и подзаряжаемый гибрид, и полностью электрическая версия стандартно идут с 19-дюймовыми колесами. А теперь небольшой слалом на скорости 50 км в час. Думаю, на камере тоже видно, как кузов немного наклоняется, включая ноги Лии вон там. Так что да, это явно не автомобиль для спортивных маневров. Прости за этот поворот, Лия. Весь кайф здесь именно в плавности хода, расслабленном ритме и в этих потрясающе удобных сиденьях. Кстати, здесь нет двойных стекол, но, честно говоря, это совсем не проблема. Шумоизоляция все равно на очень хорошем уровне. Просто наслаждаешься этим плавным, плывущим ходом подвески. Ощущения действительно классные. Сейчас я снова переключился в гибридный режим, можно видеть, что двигатель снова отключился. Возможно, вы заметили раньше.
На комбинированном энергетическом дисплее, когда включаешь спортивный режим, появляется легкое торможение двигателем. Это помогает немного рекуперировать энергию, а тот короткий момент, когда синие и белые линии перекрываются, означает, что работают оба источника тяги одновременно. Сейчас все отображается белым или серым, значит активен бензиновый двигатель, а при ускорении видно, как энергия поступает сразу от двух систем. И именно поэтому переход ощущается таким плавным. Всегда интересно наблюдать за этой технологией в действии. Это одна из приятных особенностей гибридов. В большинстве случаев вы просто оставляете автомобиль в гибридном режиме, и он сам все делает, когда нужно подключать двигатель, когда можно едет на электричестве. И даже тогда, когда вы нажимаете педаль газа, машина ускоряется бодро. Двигатель включается мгновенно, и обе силовые установки работают вместе. Собственно, в этом и смысл таких обзоров. Передать вам ощущение максимально близкое к тому, как будто вы сами сидите за рулем. И отдельно отмечу руль. Мягкий кожзам с приятной текстурой. На ощупь действительно премиальный, добавляет ощущение уюта и расслабленного стиля езды. Это один из немногих автомобилей сегодня, который не стремится стать еще спортивнее, еще жестче, а наоборот полностью сосредоточен на комфорте. И подвеской сидения все подчинено этой идее. И, честно говоря, на рынке сейчас почти нет других машин с таким характером. Именно поэтому этот Citroën так интересен. Система помощи водителю регулируется вот здесь, на левой спице рулевого колеса. Здесь можно активировать адаптивный круиз-контроль или при желании переключить его в обычный ограничитель скорости. Если вы предпочитаете просто зафиксировать предел, а не чтобы машина автоматически подстраивалась под поток. Так что все зависит от того, как вам удобней. И не забывайте, с помощью той самой горячей кнопки можно включать или отключать систему удержания в полосе, в зависимости от того, нравится ли вам, когда она вмешивается. Что касается расхода топлива, как всегда, многое зависит от условий. Такие цифры выглядят впечатляюще низкими и по энергии, и по бензину, но это, конечно, усредненный и комбинированный показатель. Если использовать только один источник, расход, естественно, будет выше. А теперь, почему я сегодня так удивлен? Особенно интерьером. Частично из-за цены. Мы ведь знаем, что Citroën не позиционирует себя как премиум бренд, но ощущение внутри действительно на уровне. Стартовая цена около 34 тысяч евро. Это базовая комплектация без опций с трехцилиндровым мягким гибридом. Мощности у него немного, но для города или коротких поездок более чем достаточно. А если интересно, какой диапазон цен полный? Если выбрать подзаряжаемый гибрид, то полностью электрические версии стоят примерно столько же, около 39 тысяч евро. Или, как иногда говорят, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle. А вот этот конкретный экземпляр, как и ожидалось, в максимальной комплектации. Фирменные кожзамовые сиденья, панорамная крыша, двухцветная краска, полный набор опций. Цена около 47,5 тысяч евро. Конечно, это уже далеко от базовой версии, но если учесть, что вы получаете емкую батарею, качественную сборку и приятную отделку салона, соотношение цены и наполнения все равно выглядит очень достойно. Что вы думаете о Citroën C5 Aircross? Мне лично особенно интересно видеть автомобиль, который в современном мире делает ставку не на еще спортивнее, а на комфорт. Все по сути сводится к тому, что вам ближе и что вы цените больше. А если вы наоборот ищете что-то с более динамичным характером, присмотритесь к Peugeot 3008 или, например, конкурентам вроде Kia Sportage.